О, отсюда вид красивый. Тупогубенький бычок. Друзья, сегодня мы в Эпштайне. Продолжаем исследовать немецкое средневековье. Маленький городок с великой историей, частью которой мы с вами сегодня и поделимся. Мы в восторге. Давайте начинать. Боже мой! Здесь у вокзала обратим внимание на герб. Это признак или свидетельство того, кто здесь в Средневековье имел слово. Об этой династии мы еще поговорим в этом выпуске. Красно-белый герб – это свидетельство тогдашних правителей Эпштайна. Крепость Эпштайна – это было не только место жительства власти имущих, но также это был административный центр всего региона Эпштайн. Эта крепость была одной из причин туристического бума в XIX веке, когда широкая часть общества могла позволить себе отправиться в путешествие. В то же время для приема гостей здесь был построен этот вокзал. Местные жители называют этот мост «Золотые ворота», так же, как и мост в Сан-Франциско. Может быть, это ирония какая-то, но я сильного сходства между этими двумя мостами не наблюдаю. А вы? Вы когда-нибудь видели морскую грязь, которой сотни миллионов лет? Нет? Здесь у вас есть такая возможность. Скала с левой стороны от нас, собственно, из сланца, и приблизительно 400 миллионов лет назад она была морским дном вблизи от экватора. Со временем отложения дрейфовали на север и под большим давлением превратились в сланец. Тонкие слои, которые мы тут видим, являются следом того давления, которое создали тектонические плиты. Рядом, с левой стороны, видим дверь в старую кладовку, которую люди вырубили в скале. Эти кладовки служили тогда холодильниками, а зимой там запасали лед, чтобы летом можно было охлаждать вино и другие напитки. Вот, кстати, стены здесь строили тоже из этого сланца, который когда-то прибыл с экватора. В Средневековье вот именно на этом месте были городские ворота. И с обеих сторон от них была городская стена. К сожалению, этого ничего не сохранилось, но мы покажем вам на фотографии, как это выглядело раньше. Вот так это выглядело в 19 веке, до того, как все было разрушено. Путешественники того времени, желавшие проехать в город, были вынуждены платить за использование вот этой булыжной мостовой. Современная плата за проезд по дороге. По-немецки «Pflasterzoll». Самый старый дом не только в городе, но и во всем регионе Таунус был построен в 1459 году. И у него есть свое очень интересное название. Немцы называют его Pflasterschisse, что переводится как «мостовая дрянь». Pflasterschisse – мостовая гадость или мостовая дрянь – шуточное название жителей Эпштайна. Название связано с тем, что еще в средние века жители выкладывали свои улицы булыжником, в то время как в других городах все еще использовались простые материалы, такие как хворост или глина. За использование этих камней, то есть за проезд по ним, с путешественников и торговцев взималась пошлина, что людям, конечно, не нравилось.
И еще, поскольку эти пфластершиса опрокидывали свои ночные горшки, с добром, на мостовую, это и послужило поводом того, что их стали так называть. Вроде как мостовое дерьмо. В общем, сходил на горшок, собрал деньги за проезд, и ты мостовой засранец. Справедливо. А вот так выглядел этот дом в 1970-х годах. Фахверк был скрыт за фасадами из шифера и штукатурки. То же самое было и с другими домами на этой площади. Если посмотреть на дом справа от Пфластершиса, на серый фахверковый дом, то мы видим на деревянных балках большое количество зазубрин. Они были сделаны для того, чтобы штукатурка лучше держалась на деревянных балках. Это логично. Когда каменные дома становились нормальностью, то фахверковые вместе с этим становились менее популярными. И поэтому люди импровизировали с фасадами, покрывая их шифером, штукатуркой и так далее. И дом, покрытый шифером, выглядел более или менее как каменный. Тогда люди стыдились жить в фахверке. А в 20 веке под слоем штукатурки и шифера был снова обнаружен прекрасный фахверк. И тогда фасады стали освобождать от вот этих доспехов или от чешуи, потому что вот эти лепестки уж сильно похожи на рыбью чешую. И люди были снова горды за то, что у них есть такие прекрасные фахверковые дома. Мода на старое всегда возвращается. Здание старой ратуши очень интересно. В ее левой части заседал местный бургомистр со своей командой, а в ее правой части была пожарка. Интересное соседство. И вот эти окна на первом этаже, они служили тогда выездом для пожарных машин. Здесь мы видим еще такую башню, которая тоже принадлежала пожарке, и у нее было особое интересное назначение. А теперь вопрос. Как вы думаете, для чего пожарка использовала эту башню? Несмотря на то, что это здание было построено приблизительно в начале 19 века, в нем присутствуют элементы средневековья, потому что жителям нравился этот стиль. Пример – это вот эта башня. Церковь в стиле поздней готики была построена около 1430 года, как церковь-резиденция и место захоронения лордов Эпштайна. Она заменила романскую часовню XII века. Первоначально в ней было 4 алтаря. 4 портретных надгробия посвящены некогда могущественному дворянскому роду Эпштайн-Мюнценберг, последний наследник которого умер в конце 15 века. Только зайдя в церковь, сразу бросаются в глаза надгробные камни. С 15 века эта церковь была местом захоронения правителей Эпштайна. Одну могильную плиту рассмотрим повнимательней. Там мы видим самого влиятельного правителя Готфрида VII. В руках он держит меч, и он стоит на льве. Все это символы власти и силы. При Готфриде VII регион Эпштайн расширился больше всего. И при нем были построены значительные архитектурные объекты, такие как, например, эта церковь. Правители Эпштайна имели огромное значение во всей Германии. Они обладали такой властью, что могли напрямую выбирать короля, или также могли снять кого-то с трона. Таким образом, они влияли на всю европейскую политику. Например, они сняли с трона династию Шауфер и привели на трон династию Габсбургов. Со смотровой площадки около входа в замок хорошо видно город и
что застройка того времени была очень узкой. Вот, например, этот красный фахверковый домик напротив старой ратуши. Таким узким здесь были большинство домов. И это обусловлено тем, что город окружен холмами, и было просто мало места для строительства. А вторым фактором было то, что город был окружен городской защитной стеной, и безопасность для людей играла в то время огромное значение. И поэтому все хотели втиснуть свои домики на свободном клочке земли за стеной. Друзья, это очень красиво. Вот посмотрите, весь этот городок, он буквально находится вот в этой долине, между вот этими холмами. То есть здесь вот начало, это старая ратуша, церковь это уже буквально окраина города. И вот мы ведем сюда, и там уже другая часть города, и это все. Это вот этот маленький прекрасный городок Эпштайн. А перед тем, как мы поднимемся, так сказать, в VIP-зону, мы сначала поговорим о защитной функции крепости. Стены были построены в XIV или XV веке. В конце стены справа есть небольшая смотровая площадка, с которой можно разглядеть все, что при Готфриде VII здесь было построено. Вот, например, этот склон между защитными башнями. Если нападающим удалось прорваться через первую стену, защитники крепости могли их сломить с более высокого положения другой стены. На примере этого защитного склона видим, какое огромное значение имела безопасность. Попади враги на это пространство, и защитники могли обстрелять их со всех сторон. Но впоследствии все вот такие защитные склоны, их, кстати, называют свингерами, превратились в сады с цветами. Там сейчас есть виноградник с плодовыми деревьями, как это было тогда. Кстати, у виноградника есть люди, взявшие над ним шефство. О шефстве я рассказывал подробно в выпуске об Эпштайне, ссылка на экране. Рядом с башней видим большую дыру. Это было подземелье. Оно имело глубину 5 метров. Там было темно, холодно и влажно. Можно себе представить, как там себя чувствовали наказуемые в темноте и в холоде. Во время раскопок тогда археолог дал крепости имя Бетельбуб-Турм, где Бетель происходит от слова молиться, Турм – это башня, потому что археолог во время раскопок чувствовал все мучения людей, которые там сидели, отбывав наказание. Во дворе замка было найдено что-то необычное. Там были найдены кости великана, вернее ребро. Если вернуться назад ко входу в дворик и подойти к арке, именно над этой аркой и закреплено вот это ребро. И можно себе только представить, какой величины был ее хозяин. Не ходите ночью в замок! А теперь немного романтики. В Средневековье один храбрый рыцарь одолел великана.
и освободил из плена придворную даму. Тогда он построил эту крепость для нее, так как он в нее влюбился. Его звали Эпо, и в честь него и была названа эта крепость – крепость Эпштайн. Конечно, это легенда, но людям она так понравилась, что они повесили эту кость. На самом деле, это всего лишь копия китовой кости. Друзья, а если у вас на счету только 2 евро, вы можете купить вот этот домик. Всем места хватит. Конечно, это была ирония. Бродя по улочкам города, задумался о том, сколько же стоит здесь квартира или дом. Сразу открыл первый сайт недвижимости и вот что увидел. Трехкомнатная квартира в Эпштайн с таким видом, вот фотографии внутри, 78 квадратных метров, стоимость 170 тысяч евро. А вот другой вариант. Тоже трехкомнатная квартира в городе, фотографии внутри и площадь 92 квадратных метра. Квартира более современного типа и стоит уже почти 300 тысяч евро. Еще один вариант – это четырехкомнатная квартира. Вот в таком доме. Все еще нужно облагораживать. 120 квадратных метров стоимостью 627 тысяч евро. Вот такие дела. Почему же во многих немецких городках полно фахверковой застройки? Вот эти деревянные домики. Мы знаем, что каменные дома могли иметь только очень богатые или влиятельные люди. К тому же каменные дома было гораздо сложнее построить. Подходящий камень нужно было не только где-то найти, но и привести его к месту строительства. Также строителей, умевших хорошо строить из камня, было мало, в отличие от дерева. Деревья, в отличие от камней, росли везде и могли быть использованы в строительстве. Их притаскивали на валах или коровах к месту строительства. В то время дешевле и проще дом построить было нельзя. Это и объясняет такое количество фахверка в немецких городках. А вот правители города уже могли себе позволить строить не только дома, но и замки из камня. Поэтому их называли Штайнрайх – каменно-богатые. Есть еще одно место для посещения. Это парк на горе. Находится на другой стороне города. Парк напоминает лес на склонах. Вот вошли мы туда
и сразу почувствовали еще более загадочную и приятную атмосферу вокруг нас. Скалы, густые посадки, а воздух, знаете, какой свежий там. Прям вообще. В гуще этого парка скрыты несколько сокровищ. Только два парка в Гессене называют себя горными. Бергпарк Вилла Анна, где мы сейчас находимся, и горный парк в городе Кассель. Кстати, выпуск о Касселе мы скоро выпустим на нашем канале. Он у нас в планах. Парк похожий на картинку, пейзаж на прогулке. Таким был Бергпарк Вилла Анна 100 лет назад. Экзотические деревья великолепны и сегодня. Пихты Дугласа, секвои, сосны, греческие пихты и восточные ели. Сегодня Бергпарк зарос, но старые деревья и кустарники сохранились. Парк назван в честь Анны фон Шварценштайн, которая вместе со своим мужем Альфредом фон Нойфилем из гугенотской франкфуртской панковской семьи создала здесь ландшафтный парк в конце 19 века. Здесь, на восточных склонах горы, супруги хотели наслаждаться чистым горным воздухом Таунуса. Им это немного удалось. Анна умерла в возрасте 36 лет, а Альфред в возрасте 44 лет. Однако их парк очаровывает и сегодня. На его территории площадью 6,5 гектар посетители постоянно сталкиваются с новыми образами, причудливыми скальными образованиями и идиллическими луговыми впадинами, местными и экзотическими деревьями. В парке находится вилла Анна, и это поместье, в котором она и жила со своим мужем. Сейчас там находится социальное учреждение помощи молодежи. Друзья, ну а мы заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это будет вашей лучшей благодарностью и поможет продвижению нашего проекта. До новой встречи. Пока-пока.